Меня зовут Ольга, я мастер маникюра в Нью-Йорке и расскажу, как я начала свой путь в работе без опыта. Начнем с того, что я спортсмен. На протяжении 18 лет я занималась спортом, я была в сборной страны, я мастер спорта международного класса по стрельбе пулевой. До сих пор у меня немножко стрельба моя, такой монотонная стрельба немножко перекликается с маникюром, наверное, поэтому я так влюбилась в маникюр, но это забегаю наперед. Я всегда была, в спорте, и 3 года я была тренером по стрельбе пулевой. У меня ученики стали даже мастерами спорта. Я их передала другим тренерам, и они стали даже чемпионами Европы, чему я очень горжусь. Пока я здесь, в Нью-Йорке, пилю ноготочки. И между спортивной карьерой и тренерской я отучилась на ногти, потому что 18 лет в спорте все-таки это очень классно. Я всегда ездила по заграницам, но надоедает. И мне всегда хотелось... Это достаточно такой мужской вид спорта, и мне всегда хотелось какой-то, возможно, женской энергетики, хотя в это все не верю. И мне хотелось творчества. Сначала закончила курсы по макияжу. Мне это очень нравилось, и поняла, что на макияже я денег не заработаю. Это только работа по субботам, и еще нужно вставать очень рано, в 6 утра, собирать невест, и все время нужно, очень сильно прикладывать усилия, чтобы найти клиента. И я решила отучиться на ногти, так как у меня еще самая моя близкая подружка делала ногти, и я видела ее образ жизни. Я когда приходила к ней в кабинет, это всегда такой женский клуб, и она такая приятная была, и я решила стать как она. И отучилась я на ногти. Отучилась сначала в одной школе, я из города Днепр, Украины, и поняла, что мне этого не хватает. Потом пошла может, все знаете, кто с Украины знает, и кто пользуется фирмой Dark. Я отучилась у Жанны, которая сейчас владелица фирмы Dark. Раньше это было Rior Nails, сейчас даже сайт Rior называется, где можно заказать эти материалы. И отучилась у нее, и она дала мне такую классную технику, которой я пользуюсь по сей день и передаю тоже своим ученикам, но это мы уже опять забегаем наперед. Так вот, после именно работы спортсменом мне стало скучно, я отучилась на этих курсах и думаю, нужно же сразу это у меня спортивное мышление, я отучилась, значит, мне нужно сразу мой навык закрепить, и я так всем своим ученикам рекомендую. Только отучились, сразу идем устраиваться в салон. И я устроилась в салон, и даже там немножко поработала. Но долго не заставила ждать моя тренерская работа, мне предложили работу тренера, знали, что я немножко устала от спортсмена, и я ушла с маникюра. Это был 2018 год, я буквально проработала на пару месяцев и стала тренером по стрельбе пулевой. И случился 22 год. Все знают, что случилось, и мы переезжаем с мужем в Румынию. Он там работает, и первые месяца я безработная. После такой активной, я работаю, можно сказать, с 12 лет в спорте, после такой активной жизни, просто сидеть дома, гулять по городу, мне стало скучно. И еще ко мне в гости приезжает эта же моя подружка, мастер маникюра, и такая говорит, давай я тебе свяжу знания, потому что уже прошло несколько лет, 3 года, получается, И говорит, давай я тебе свяжу знания по маникюру, пойдешь пилить, я вижу, что тебе скучно здесь, давай. Я говорю, конечно, давай. И она мне привезла очень много материалов, сухожар, потому что я считаю, что мастер маникюра начинается с сухожара. Ни с чего, ни с пилки, не с фрезера, а с сухожара именно. Для безопасности своего здоровья и здоровья клиента. Так вот, она мне освежила знания. И, как всегда, что я делаю? Она уехала благополучно в Днепр, погуляла, отдохнула от войны она отдохнула, в Румынию вернулась обратно, прогулялась, и я сразу пошла устраиваться в салон, конечно же. Я была на нескольких собеседованиях, и нашла просто супер классного руководителя, владелицу салона в очень историческом, красивом месте Бухареста. Это был очень такой нишевый салон, очень прекрасная владелица, Света. Если ты меня когда увидишь мое видео, тебе большой привет. Наверное, все началось с подружки моей. И второй человек, кто в меня поверил, очень важно найти человека, который тебя поверит, это Светлана, владелица салона в Бухаресте. Она видела, что у меня есть навык, но и нужно набить руку. Но она тоже, наверное, в меня поверила и взяла меня к себе на работу. Но клиентов нужно было найти самой. И я
просто каждый день копировала одно и то же сообщение и отправляла во все украинские телеграм-каналы. И вы знаете, тогда на тот момент не было мастеров так много, русскоговорящих, украиноговорящих. И у меня с первых дней было невероятно много клиентов. Я даже не могла поверить, что может быть так много. Потому что я просто делала копи-паст одно объявление. Я просто просыпалась, вставляла объявление в телеграм-каналы, что я вот такой-то мастер, принимаю там-то и там-то. Еще локация была очень классная. А когда я уже, опять веган берет, а когда я уже уезжала, мне просто, наверное, если бы я осталась, у меня была бы полная запись за 3 месяца. Просто я давала объявления вот эти чаты. Но думаю, что если сейчас сделать, возможно, оно сработает, но не так, конечно, как вот весной 22 года. И я влюбилась тогда в Румынии в маникюр. У меня появились все первые деньги, именно не украинские, не гривны. И я поняла, как важно быть классным мастером. Я завела так же само в новой стране себе новые знакомства, новых подружек. Я поверила в себя, потому что деньги — это все-таки свобода. И еще понимала, что мне нужно набить руку перед США, потому что муж уже в Румынии получил работу, и мы понимали, что через несколько месяцев мы просто ждали визу, что нам нужно переезжать в США. Я понимала, что я должна приехать просто классным мастером в Америку. И мне очень много показала Светлана Дизайнов, моя владелица, да, в Румынии. Я поняла, что такой классный свой, такой маленький, уютненький салон. Так, и мы переезжаем в США, и я нашла себе работу в Нью-Йорке первую, еще будучи, да, в Румынии, потому что я еще ездила в Украину, моталась, ездила туда-сюда. И я нашла работу, будучи в Румынии. Я отправила сообщение, что ищу работу мастера маникюра. И мне сразу написала девушка, она попросила мой номер телефона и сразу мне перезвонила. Я тогда, помню, была в Украине, потому что я ездила решать документы, решать дела с документами, да. И мне перезвонила девушка, говорит: привет, у тебя есть опыт? Да, есть опыт. Она: ну все, я тебя беру, жду тебя, как только прилетаешь, все, приходи ко мне работать. И я была такая счастливая, я даже после того, я не знала, куда я еду, что это за район, но я сразу согласилась на эту работу, конечно. Я понимала, что США дорогая страна, и мне нужна мгновенно работа. В этом плюс мастера маникюра, что ты можешь работу найти удаленно, и даже если ты приедешь в какую-то, не знаю, на Шри-Ланку, в Африку, все равно девушкам нужны ногти. И вот мы приезжаем в Нью-Йорк, моему мужу дают на месяц квартиру на Манхэттене, и я сажусь в это страшное метро и понимаю, что я уезжаю, наоборот, с центра. С центра еду куда-то на окраину в салон. Меня берут на работу, все хорошо, я езжу по часу с центра на окраину. Это какая-то, да, было очень тогда неприятно. Я не понимала, что происходит. Нью-Йорк такой очень быстрый город. И я устраиваюсь в салон. Там было все более-менее нормально, но через 2 недели я оттуда сама ухожу, потому что, да, я не сошлась с коллективом, потому что после Румынии, где просто идеальный environment, идеальное окружение, да, девочки там сплетничали. Просто я пришла туда, и я была в очень многих огромных коллективах. Я бывший спортсмен, я знаю, как ладить с людьми. Я не антисоциальна, и я просто не понимала, что происходит. А я большим опытом рабочим, и я не выдержала этих сплетен. Были очень странные клиенты, но потом это уже я поняла, что они везде тут странные в США, и к этому нужно просто привыкнуть и закрывать глаза. И я просто не научилась с этими странными клиентами работать. И я, наверное, от стресса я ушла оттуда через 2 недели. Мой муж нашел жилье возле этого салона, и мы даже переехали туда жить, на эту окраину. Но потом, как оказалось, это не такая же самая, это была не самая плохая окраина, бывали и похуже. Так, я 2 недели проработала, мне выплатили зарплату еще, да, мне выплатили зарплату, и это были первые деньги, я даже все равно собой гордилась, но была очень расстроена, что я не сошлась с коллективом. Да, я погрустила несколько дней, я думала, что уже все, мир закончился. Потом пошла в другое место, завела подружку, которой до сих пор езжу в Сан-Диего. В другом месте это уже был центр Манхэттена. Владелица жила в Майами, и, как я поняла, и там просто не было ни администратора, ни владелец, и вот мастера просто ходили, делали, что хотели, и опять были какие-то сплетни. Я уже думала уходить с ногтей, потому что коллективы в США какие-то просто неадекватные, все сплетничают. Но мы не сдаемся, пока не придем к своей цели. И я еще поработала немножко продавцом, мне хотелось потянуть английский, мой муж мне предложил поработать продавцом в магазине одежды. Не могу сказать, что я там свой подтянула английский, я говорила только «do you need a bag?», и деньги я получала максимально маленькие, даже они
несравнимый с той зарплатой, которую я получала за первые 2 недели, работая в салоне на окраине. В Квинсе я работала в салоне. Знаете, сейчас, если так отмотать назад, я просто была не привыкшая, наверное, к клиентам. Сплетни надо было закрыть глаза. Но, наверное, все как получилось, все хорошо, как получилось. Я поняла, что... Так, вернемся к магазину, да. Я проработала в магазине, это была микроскопическая зарплата, просто не знаю, как выживают здесь люди, потому что многие работают в магазинах. Это была официальная работа, с меня вычитывали налоги. Да, ну, прикольное было время, но нет, не дай бог кому-то жить на такую зарплату. И я решила вернуться снова в салон и пилить ноготочки. Я пошла в один из нами таких популярных салонов. Если вы захотите, я могу вам написать в комментариях, что это был за салон в Нью-Йорке, на Манхэттене. Еще я могу посмотреть на часы, потому что я жду клиента. Если что, потом доснимаю попозже. Да, я в своем кабинете уже сижу и рассказываю свой путь в Нью-Йорке. И я пошла в этот салон, и там было хорошо. Там было очень чисто, там были... Потому что здесь почему чисто? Потому что в Нью-Йорке редко бывает чисто. Там было очень чисто, там была хорошая техника для маникюра, вытяжки, фрезеры. Материалы были так себе, не очень. Владельцы делали очень классные тимбилдинги, это корпоративы, но там такие странности творились и с записью. Получается, вот кто устраивается в салонах в Нью-Йорке, знаете об этом, ты приходишь, устраиваешься на работу, и первый месяц тебе делают полную запись, как здесь говорят, fully booked. А потом приходит новый новичок, ему так же само делают полную запись, а ты сидишь без клиентов. И всегда у новенького, и почему-то там все время, не сказать, что там была текучка, но так, чтобы набирали мастеров больше, чем уходило. И получается, на всех мастеров не хватало клиентов. И еще у владелицы, у нее были любимчики, вот как в школе, у меня такое было в младшей школе. Если ты любимчик, тебе будут клиенты. Если ты не любимчик, то не будет. И у нее были любимчики не по качеству того, как ты делаешь маникюр, а просто по каким-то под каким-то ее персональным, то, что она выбрала себе любимчика. И еще она любила для тех, кто говорит по-английски. И еще там было 2 владельца. Это был муж с женой. Если вы догадались, то можете написать мне комментарии. Но я нет, мне все нормально было в этом салоне, я тоже там получила свой опыт. Неприятненько некоторые моменты были, но я ни на кого зла не держу, это классный опыт. Я считаю, что да, надо было даже раньше туда идти. И меня вот это смущало, что все время берут новых мастеров, тебе не хватает, зачем вы берете. И у нас были митинги, собрания каждую пятницу, и наша владелица говорила всегда: мне все равно, как вы пилите ногти. А я была такая за качество, за эти формы, квадраты. Еще тогда я летала в Украину, чтобы повышать свою квалификацию. И я видела прям, как мое качество растет. И тогда еще тут не знали, что такое хардгель. Все только вот этими базами. И еще они очень пекли именно в этом салоне. Они очень пекли в лампе. И ей было плевать. И это меня так обижало внутри, что я расту, развиваюсь. Я накачивала, когда я ехала в метро в этот салон со своего же окраины, я накачивала себе видео обучающие про маникюр и просто смотрела, которые бесплатные. А потом дальше я даже начала покупать марафоны, где я участвовала и повышала свою квалификацию. И она говорила: мне плевать, главное разговаривать с клиентом. Я понимала, что что-то здесь не так. И после того, как я поняла, что я уже делаю крутые ногти, и я их переросла, я ушла с этого салона. Мне было... Я такой всегда борец за справедливость. Мне с этой справедливостью я больше не могла мириться. И я просто ушла с этого салона и нашла свой любимый салон. Когда я только приехала, я думала, что там какие-то звезды пилят. Потом оказалось, это не так, конечно. Что там пилят какие-то звезды, и я туда вообще не гожусь, там делала вот идеальные ноготочки. В итоге я поработала в этом салоне, доросла до топ-мастера, завела себе очень много подружек, новых знакомств. Я поняла, как здесь все в США устроено, как здесь все устроено, эти бизнесы. Мне все, в принципе, нравилось в этом салоне. Опять же, не нравилось, что они не работают. У них там были стронгели, но они были по заоблачной цене, я не могла делать эти четкие квадраты, потому что четкие квадраты и красивый алмонд, миндаль, делается только благодаря стронгелю. А там он был по заоблачной цене, и клиенты, конечно, выбирали одну базу, и я не могла полностью показать свой профессионализм. Да, меня повысили до топ-мастера, я получала очень классные деньги, очень. Я, наверное, даже зарабатывала больше, чем мой муж, который сюда официально позвали на работу. Да, но мои амбиции, как всегда, спортсменские. Я даже иногда думаю, может, не стоит было уходить. А еще знаете, из-за чего ушла? Сейчас расскажу.
расскажу такой момент. Именно только одной мне подсунули договор. Просто знаете, что такое есть договор, где последним пунктом было написано, что я не имею права работать на Манхэттене после того, как у них уволюсь с этого салона. И на расстоянии 5 миль. А мое жилье, я жила в Джерси-Сити, Нью-Джерси, это через реку от Манхэттена, и даже эти 5 миль распространялись на мое жилье. Я даже не могла там работать возле своего дома или даже, там, не знаю, у себя дома, потому что бы на меня подали в суд. И я консультировалась с очень многими адвокатами, потому что некоторые подружки говорили, да забей на это, тут на тебя будут подавать в суд. Но адвокаты все говорили, если ты только подпишешь этот договор, тебя засудят. И да, ко мне пришел клиент, я продолжу позже. И да, я вернулась, я уже отпустила клиентку и продолжим. Я рассказывала про договор, о том, как последняя капля в салоне, в котором проработала 2 года, это был договор о том, что я не имею права работать на Манхэттене, и я понимала, что я их переросла, и поэтому я приняла решение уйти с салона и открыть свой кабинет. Сначала я арендовала у себя на районе, где я жила, это Джерси-Сити, стол, но сразу поняла, что мне не нравится так именно арендовать стол в салоне, мне там неуютно, я не могу снимать вот такие видео разговорные, и я решила вернуться на Манхэттен и сняла офис. Он был без окон, но он был в самом центре города, и прямо возле Empire State Building была очень удачная локация, и еще здесь очень важно, находишься ли ты возле метро. И я проработала там полгода, это мой был старт. Если вам сказать, что мне было страшно, мне было невероятно страшно. Я думала, что ко мне никто не придет. Я думала, что меня никто не узнает. Я делала ставку на Инстаграм, что я буду вести Инстаграм, и меня будут люди потихоньку узнавать. И может кто-то увидит из моих клиентов, которые были у меня в салоне, и кто-то ко мне придет. Я не могу вам передать тот страх, который я тогда испытывала. Не знаю почему, даже сама удивляюсь от себя. Потому что это деньги, да, я боялась потерять все накопления. Но в итоге, можно сказать, даже да, я потратила все накопленное ради бизнеса, но, наверное, это того стоило. Я поработала полгода возле Empire State Building ко мне, и я, так скажем, с первого месяца я вышла в ноль с первого месяца. У меня как раз было ровно столько с клиентов, сколько, да, мне нужно было на погашение аренды. Я полностью закупила все материалы, собрала очень симпатичный кабинет, вот как здесь вы можете наблюдать картины, вот как-то продумала его по-дизайнерски, Pinterest, смотрела картинки. Для меня очень важно, чтобы это было эстетическое, потому что некоторые, кстати, на Манхэттене не заморачиваются, и выглядит все очень-очень дешево. Я хотела, чтобы это было уютненько, передать вайб вот сервиса, который есть в наших русскоговорящих странах. И да, я много заказала чего с Украины, техника была с Украины, материалы 90% с Украины, немного с Амазона, мне нравится очень Cat Eye с Амазона, все остальное у меня практически с Украины. Фрезы, ножнички. И я проработала полгода и поняла, что я хочу тоже двигаться дальше, я хочу, чтобы это было с окнами, я хочу вести свои соцсети, я хочу, чтобы это была картинка, но по факту я еще за полгода ничего не зарабатывала, но я постоянно училась. И в этом, наверное, была моя опора. Я постоянно покупала какие-то марафоны. Я съездила в Украину, я обучилась на наращивание верхней формы, повысила еще раз свою квалификацию. Я уже видела, какие я просто офигенные квадраты могу пилить, и мало кто здесь такие делает. В этом была моя опора. Я училась, и это, наверное, перебарывало мой страх. Я могла знать, что я делаю классно, качественно, и не сегодня, не завтра у меня будут клиенты, что-то да получится. И я всегда держала в голове, так как я была тренером, у меня были результаты, я хочу свои курсы по маникюру, я знала, что мне получится. И самый первый раз это была моя подружка, она хотела обучиться. Я говорю, приходи ко мне, вот прямо за минимальные деньги, просто за материалы заплатишь мне, я тебя обучу. И она говорила, я даже не ожидала, что это так классно будет, и я почувствовала свою силу. Вот просто почти бесплатно я ей провела курс, чтобы почувствовать для себя, могу ли я, да, если вы так же самое чего-то боитесь, сделайте первый раз это хотя бы пробно, там, маникюр, например, на моделях поработать, и страх будет потихоньку уходить. Я даже помню, как я принимала первый раз в кабинете англоговорящих клиентов, именно англоговорящих, потому что у меня английский не сильно хороший. Да, еще мой страх был, потому что у меня был не сильно хороший английский, и он не рос совсем, когда работала в салоне, но когда
я пришла работать на себя. Волей-неволей ты захочешь, тебе нужно будет разговаривать. И да, и мой английский намного вырос, наверное, даже на один уровень, благодаря тому, что я работаю на себя. Поэтому на себя на самом деле очень много плюсов, но должно вот быть вот именно это желание, и какие-то внутренние желания, что ты вот хочешь иметь свой бизнес, развиваться, потому что, наверное, иметь свой бизнес намного тяжелее, чем просто работать на классной работе, где тебе находят клиентов, я имею в виду сейчас мастером маникюра, где тебе вовремя выплачивают зарплату, где хороший коллектив, как у меня был в салоне, где я проработала 2 года. Так вот, я вот переехала в этот офис спустя полгода первого моего кабинета без окон, и сейчас вот у меня очень красивые окна на центр Манхэттена. Я уже активно преподаю, у меня каждый месяц проходит по 2 потока, обычно это у меня базовый курс и повышение квалификации раз в месяц есть. Базовый курс раз в месяц и раз в месяц повышение квалификации, поэтому всех буду у себя рада видеть на повышении, на базовом курсе. Поделюсь все своими лайфхаками, все своими наработками, потому что учиться именно то, чем я люблю заниматься, я люблю всегда расти и развиваться. И, наверное, вот как раз и учеба переборола мой страх, потому что это была опора моя, то, что я знаю, но было много страхов, что не придут. Пришли, да, клиенты уходят, приходят, не все гладко по клиентам складывается, потому что кто-то уезжает с Нью-Йорка, кто-то приезжает, кто-то приходит, да, кто-то уходит, а кто-то приходит, но сейчас моя главная цель — это школа, потому что я вижу отзывы людей, я вижу, какие они довольны, уходят, и меня это очень мотивирует расти дальше. Я очень рада, что когда-то приняла решение уйти с салона. И вообще, я рада, что я тогда в Румынии снова решила вернуться в ногти, потому что для меня это творчество. Действительно, я в этом развиваюсь, и я очень по утрам, когда иду на работу, я счастлива, что иду на работу. Мне не скучная работа, я каждый раз общаюсь с людьми, я развиваюсь. Хоть некоторые говорят, что мастер маникюра — это такое глупенькая работа, значит, глупенькая. Ну да, я столько научилась, когда начала работать на себя, вот, снимать видео, монтировать, Инстаграм, английский тоже выучила благодаря своей. Ну, еще есть куда, конечно, расти, но да, английский подтянулся у меня. Поэтому работа мастером маникюра — это прям лайк. И подписывайтесь на меня. Я дальше буду рассказывать об интересных вещах, которые происходят мастера маникюра в Нью-Йорке. И кто живет в Нью-Йорке, всех жду у себя на курсе. Или просто заходите в гости ко мне здесь, на Манхэттене. Всех целую и до новых встреч!